Привет! Сегодня у меня на обзоре довольно интересные беспроводные наушники от компании Ugreen под названием HiTune T1. Эту модель мне предложил заказать один из моих зрителей, ведь до сего момента я еще ни разу не тестировал югриновские наушники, хотя несколько ТВСок от них уже давно продаются на Алиэкспрессе. Поставляется гарнитура в белой коробке из очень плотного картона. Внутри в пластиковой проставке уложен кейс с наушниками и небольшая коробочка с аксессуарами, кабелем для зарядки USB-C и комплектом сменных амбушюр. Помимо всего прочего, в отдельном белом конверте здесь лежит мультиязычное руководство пользователя, в том числе и на русском языке, что не может не радовать. Ведь понять, как можно пользоваться наушниками, можно и старым добрым методом тыка. А вот когда дело доходит до сброса к заводским настройкам, то тут уже лучше повнимательнее изучить данный вопрос. Материалы зарядного кэдла и самих наушников выбраны довольно качественные. Кейс приятно держать в руках. Крышка открывается на 90 градусов и в верхнем положении фиксируется, что очень удобно. На задней стороне под петлей находится разъем для зарядки. Внутри между посадочными местами наушников расположили кнопку активации и сброса до заводских настроек, а чуть выше над ней встроен крохотный светодиод состояния. Индикация заряда очень приблизительная. В интервале от 100 до 30% лампочка медленно мигает белым свечением. При заряде от 30 до 5 медленно мигает красным. Ну а все, что ниже 5%, будет отображаться быстрым миганием, тем же самым красным свечением. Емкость встроенного аккумулятора 500 мАч. Общий вес кейса с наушниками внутри получается 53 грамма, а без 43. При этом его габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 62 на 52 и на 28 мм соответственно. Непосредственно сами наушники выполнены в форм-факторе внутриканальных затычек с ножками. Комплектные амбушюры удобные и менять их не придется. В ушах гарнитура сидит плотно и нигде не давит. Форма очень приятная и мне понравилась. Внутри каждого наушника установлен аккумулятор на 50 мАч, и в моем тесте автономности на 100% громкости они отыграли 4 часа и 2 минуты. На первый взгляд результат вполне нормальный, но за одним лишь исключением. Максимального уровня громкости лично мне в наушниках не хватило. Вот прям 10, а то и все 20% я бы точно хотел прибавить. Но увы, все выкручено на полную, как в смартфоне, так и в самих наушниках, ведь управлять громкостью можно прямо с них. Вообще, по управлению функциями мультимедиа в этой модели есть практически все, разве что только нет датчиков автопаузы. Да, быть может, жесты не очень привычные в первое время, но главное, что они есть. Однократное касание во время проигрывания музыки отвечает за плей-паузу, а потому же, действуя во время звонка, можно ответить на вызов или положить трубку по окончанию разговора. Двойной этап позволяет регулировать громкость. На правом наушнике в плюс, на левом в минус. Тройное касание переключает композиции в плейлисте. Правый наушник вперед, левый назад. Если удерживать палец в течение 3 секунд на сенсоре левого наушника, то данным действием можно разбудить голосового ассистента. А вот зажав палец направо, можно включить или выключить режим супербас, который является основной фишкой данной модели. Вообще, если говорить в целом, то наушники играют чистенько, здесь не подкопаться. Для выбора доступно 2 аудиокодека, это SBC и AAC. Звук здесь хороший и сбалансированный, частотная картина очень приятная, ничего не выпирает и не раздражает. Верха точные, четкие и в меру звонкие. Середина совсем немного утоплена вниз, но это совершенно нормальная история, так почти у всех. А вот что делать с низкими частотами, производитель и предлагает выбрать именно тебе. Как я уже успел отметить, в наушнике вшито 2 режима. Normal Mode, который как раз таки и выдает более ровное звучание, и Super Bass Mode, при активации которого низкие частоты отчетливо прибавляют в объеме, и музыка приятно насыщается басовыми оттенками. И вот все бы было хорошо, но почему так тихо? Как я уже успел отметить ранее, максимальной громкости мне не хватило. Реально, с таким классным звучанием музыку хочется слушать громко, но по этой части Ugreen немного не докрутили. Оттого, если ты любишь навалить волюме побольше, то эти наушники точно не для тебя. А вот если твой комфортный уровень не более 50-70%, то тебе определенно понравится звук, который они выдают. Ну а теперь я предлагаю тебе оценить качество работы встроенных микрофонов. Проверяем работу микрофонов в наушниках Ugreen HiTune T1. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас буду открывать окна. Ветерок ветром, мне сюда задувает с 2 сторон. И вот так отрабатывают шумодавы в данных наушниках при таком сценарии использования с открытыми машинами. Ну и по традиции второй тест печка. Сейчас выкручиваю ее сразу же на максимум, она потихонечку набирает обороты, и ты можешь слышать, как отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования, если ты, допустим, зимой будешь по максимуму обогреваться печкой и захочешь поговорить по вот этим вот наушникам с кем-то по телефону. Вот так они отрабатывают
функционально использовать. Подключение к смартфону очень быстрое и происходит по открытию крышки кейса. Весь процесс сопровождается комментариями женским голосом на английском языке, а интерфейс сопряжения Bluetooth версии 5.0. Специального игрового режима в наушниках нет, оттого имеется небольшая, но слышимая задержка в PUBG Mobile. По моим замерам она составляет около 200-300 миллисекунд. Поиграть, конечно, можно, но не так, чтобы уж совсем комфортно. А вот посмотреть ютубчик будет вполне реально. Здесь рассинхрон слышно не будет. По стабильности связи наушники проявили себя очень хорошо. Тестировал их с Poco X3 NFC, и в квартире они спокойно преодолевают две стены и балконную дверь. На улице со смартфоном в кармане штанов и надетой длинной куртки никаких даже мелких обрывов во время ходьбы я не ловил. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Наушники Ugreen HiTune T1 определенно интересные, в большинстве своем из-за качественной сборки, материалов и режима Super Bass. Конечно же, время автономной работы в 4 часа это тоже своеобразный, хоть и небольшой, но плюс, только вот не стоит забывать об их уровне максимальной громкости. Лично мне именно этого и не хватило, ведь сам по себе звук здесь очень даже хорош. Что же до альтернатив, то за плюс-минус 30 баксов их на рынке предостаточно, как по функциональности, так и по звуку. Но в любом случае, окончательный выбор остается, как всегда, только за тобой. Я же в свою очередь постарался максимально подробно тебе все про них рассказать. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.